Привет, это Гелендваген на минималках, или можно сказать народный Гелендваген. Тут есть полный привод, 3 дифференциала, дистанционное управление на системе Power Functions. В качестве моторов используются 2 самых слабых в недалеком прошлом самых распространенных Power Functions мотора. М-моторы. То есть один М-мотор на рулевую систему и один М-мотор на привод. И этот малыш сложнее, чем кажется. Он может больше, чем вы думаете. Вы могли видеть эту модель ранее в моих видео, на стримах, но я никогда не показывал ее в действии. Полагаю, вы удивлены, что модель выглядит простовато. К тому же она не законченная в том плане, что здесь есть дырки, не закрытый капот, багажник или 5-я дверь. Появилась она так. Ко мне обратился один из сотрудников компании Mercedes, и ему нужен был наглядный действующий макет или, так сказать, методическое пособие для обучения менеджеров по продажам в части трансмиссии, а именно того, как работают дифференциалы и их блокировка. Полагаю, эти вопросы больше относились к Гелендвагену, потому что в линейке Mercedes блокировка дифференциалов это либо грузовики типа Zetros, либо Гелендваген. Все. Изначально под заказ я сделал только шасси. О кузове речи не шло, но как-то так я решил, раз на минималках строим, накидаю быстренько такой скелетообразный каркас, дырявый, с минимумом деталей, но чтобы было некое подобие Гелендвагена. И он был гораздо шире, чем этот, на целых 2 студа. В таком масштабе 2 студа это очень много. Правда, колеса тогда использовались у нас, по-моему, баллонные 56 мм. Этот прототип долго стоял у меня на полке, и мне жалко было его разбирать, и вот сейчас я решил его доработать и показать вам. По одной простой причине. Это очень крутая и наглядная демонстрация того, как самые простые и слабые моторы Lego могут двигать вот такую достаточно крупную модель. И не просто двигать, а она реально проходимая. А второе, это то, что не обязательно для рулевой системы использовать сервомотор, потому что рулевая система может прекрасно работать и без автовозврата. Несмотря на то, что реально Гелендваген достаточно простая машинка, такой квадратный, кто-то скажет, что он абсолютно квадратный, но нет, там, конечно, есть определенные скосы, стойки под углом, но в целом это квадратный, один из самых квадратных автомобилей, которые можно встретить. Многие пытались из Lego сделать Гелендваген, я не скажу, что все попытки были удачными, очень часто съезжали пропорции. Свою модель я оставляю на ваш суд, вы можете написать в комментариях свои мысли по поводу того, насколько она получилась удачной или нет. Скажу лишь, что изначально модель была шире на 2 студа, и она имела далекие пропорции от реального Гелендвагена. Почему? Потому что здесь мосты имеют минимальную ширину, которую я не могу сделать уже. Все дело в том, что здесь стоят, во-первых, дифференциалы, во-вторых, есть их блокировка. Вот дополнительные шестерни, в частности, вот слева и справа от дифференциала. Несмотря на то, что модель изначально была непропорциональной и кузов был шире, я не решался на увеличение длины и высоты модели, чтобы привести пропорции к нормальному виду. Увеличение размеров модели непременно приведет к увеличению веса, снижению прочности трансмиссии, потому что для большого веса нужно более прочную делать трансмиссию. Сейчас, переосмыслив модель, я сделал ее уже, и пропорции у меня, в принципе, для такого размера модели сошлись. Не смотрите, вот многие в комментариях написали уже, что она слишком низкая и слишком широкая, но нет, я вам чуть позже покажу. Была такая версия Гелендвагена как 4х4 в квадрате, и там как раз были широкие очень арки, большие колеса. Ну и там были еще портальные мосты, портальные редукторы, которых здесь, естественно, нет. И вы убедитесь, что с пропорциями тут все нормально. Вот я открыл чертеж, я свел колесную базу, отмасштабировал изображение так, что у нас совпала колесная база машин. Видно, что у нас машина, в принципе, повторяет по размерам вид сбоку. Со всех сторон, вот. Спереди вид, я думаю, нет смысла его сравнивать, очевидно, что он тоже совпадет, учитывая, что у нас крыша совпала. Однако есть большая разница в том, что у нас здесь расширенные крылья и плюс колеса, конечно, колея шире. Теперь подробнее о технической части модели. Прежде чем мы будем рассматривать, давайте я сниму кузов. Это та фишка, которая на многих моих моделях присутствует, и она позволяет быстро получить доступ к внутренностям модели. Вид снизу.
имеется 3 дифференциала, межосевой дифференциал, а также межколесный дифференциал на обеих осях. Кроме того, есть блокировки этих самых дифференциалов. Центральный дифференциал блокируется рукой, нужно подлезть под машину и переключить. Далее у нас имеются дифференциалы в мостах. На обеих полуосях, как задний мост, так и передний, имеются вот такие дополнительные шестеренки. Они нужны для того, чтобы мы могли сверху над мостом сделать некое соединение. Вот на примере передней оси можно увидеть некое соединение, вал, который эти самые две шестеренки на полуосях между собой намертво соединяет. Для этого тут имеется муфта сцепления, деталь коробки передач, которая делает разъединение и соединение шестеренки с осью. И вот такой тип блокировки, не вот такой, как здесь использован, спецдеталью блокируется дифференциал, а именно вот соединение полуосей, является наиболее прочным вариантом блокировки дифференциала. Если мы блокируем дифференциал, как здесь, просто муфтой блокируется корпус дифференциала, то в этом случае вся нагрузка у нас ложится на внутренние шестеренки сателлиты, которые спрятаны внутри корпуса дифференциала. Они, как правило, не выдерживают нагрузки, поэтому та же самая Дакома от Мадоки, которую недавно обозревал Стас, она хрустит на препятствиях. Итак, передний мост самая сложная часть конструкции, потому что здесь, во-первых, дифференциал, во-вторых, блокировка его, в-третьих, поворотные кулаки и рулевая система, которая поворачивает колеса влево-вправо. Ну и еще и блокировка. Механизм блокировки у нас сделан здесь спереди. Интересный факт, но моя первая модель во взрослом возрасте, это было как раз 10 лет назад, она была сделана примерно вот по такой же схеме. У меня тоже был полный привод, но не было подвески, не было амортизаторов и была блокировка, правда там была блокировка заднего дифференциала. Спустя 10 лет я возвращаюсь к той же схеме. По передней системе поворота здесь нет каких-то специфических деталей, которые нужны для постройки машин. Нет деталей подвески, ступиц. Это действительно такой простой автомобиль, который можно собрать, не покупая, не имея каких-то суперсложных деталей. Ну, за исключением простейшей электрики и 3 дифференциалов. Я в описании оставлю ссылку на свою первую модель 10-летней давности, где я использовал такую систему полного привода. И, кстати, мое шасси RM8, которое многие знают, оно тоже использовало вот такую систему передних поворотных кулаков. Стоп, назад. Ладно. Но единственный момент, что здесь я не использовал карданы, а использовал сборный привод, потому что в этом случае у нас на один студ сокращается плечо обкатки колеса, и тем самым у нас колесо меньше гуляет по арке в стороны. Однако у этого решения тоже есть минус, потому что, как видите, здесь торчит всего один студ оси, на которые закрепить надежно колесо практически невозможно. В таком случае всегда можно взять какую-то маленькую бумажку, оставить бумажку в отверстии, надеть колесо, оно будет держаться нормально. Ну или есть, конечно, более хардкорный вариант, это капнуть туда немножко жидкого клея из того же клеевого пистолета. Должно получиться. По задней оси все то же самое, за исключением того, что там нет механизма поворота колес, ну и, собственно, рулевой системы. По такому же принципу сделан мост. Еще раз, блокировка дифференциала. Внизу она осуществляется просто рукой, таким вот открыто, закрыто. Задняя ось у нас имеется желтый коннектор, который управляет рычагом, который в свою очередь двигает муфту. И в передней части такая же схема, тоже здесь рычаг желтый под бампером, который также управляет муфтой. Приводной М-мотор передает вращение на корпус межосевого дифференциала. Передает на большую шестерню 24 зубы посредством 8 зубы, то есть понижение у нас 8,24 или 1 к 3. И до этого понижения есть еще одно
оно составляет 12-20. И вы знаете, вот этих двух понижений достаточно для того, чтобы машина действительно ехала круто по препятствиям, поднималась на большие горки. Второй мотор стоит сбоку, это рулевая система. И он сделан, в общем-то, так же, как это было сделано, опять же, в моей старой модели. И как сделано в шасси RM8, на которое ссылку тоже оставлю. Тут тоже посредством двух понижений у нас передается вращение на рулевую рейку. Для чего понижение? Не для того, чтобы повысить момент, точнее, не только для того, но и для того, чтобы замедлить вращение шестеренки, которая вращает рулевую рейку, потому что в противном случае у нас рейка будет двигаться влево-вправо очень быстро, и мы не сможем в нужный момент остановить процесс поворота рулевой системы. Более того, используется белая шестерня, которая в крайних положениях рулевой системы не дает мотору блокироваться и тем самым просаживать мощность движения автомобиля. Плюс всей конструкции в том, в частности привода, что мы можем вот это вот соотношение 8-20 поменять, например, на 16-16 или вообще на 20-8. То есть оба варианта, они снижают крутящий момент на колесах, но повышают скорость модели. Это будет актуально в том случае, если вместо М-мотора мы поставим L-мотор, который чуть мощнее при той же скорости вращения вала. Ну и последнее, что я здесь сделал, я добавил сюда качающийся мост. Качающийся задний мост для того, чтобы можно было имитировать работу подвески. Именно имитировать, потому что качение мостов это не удел автомобилей, и тем более Гелендваген. Смотрите, я здесь снимаю два пина и тем самым освобождаю мост от блокировки, теперь у нас будет качаться. Вот так качается, довольно большая амплитуда, и может быть она даже близка к амплитуде реального автомобиля. Для гелика может быть этого маловато будет. Давайте посмотрим. Почему я сделал качающийся мост? Чтобы показать вам важность подвески, именно качения. Если даже у машины нету блокировок дифференциалов, как на многих, в принципе, даже равных автомобилях в базе бывает, то наличие просто хорошей артикуляции подвески уже позволяет проезжать многие препятствия без каких-либо проблем. Кстати говоря, мост качается по сути так же, как и в наборе 42070, тот самый голубой грузовик, азурный. И забыл я еще сказать, здесь используются колеса нестандартные, покрышки RC4WD 61 мм, внутренней размерностью 1 дюйм. Почему я взял именно их? Потому что эти колеса слишком смешные, эти колеса слишком тракторные, ну и они маловаты были. Как вы знаете, Lego модели, они по клиренсу всегда страдают, потому что снизу очень большие дифференциалы, очень большие эти громоздкие мосты, и поэтому, чтобы как-то клиренс вытянуть, нужно было поставить максимально большие колеса. Но колеса 62 мм здесь, по-моему, великоваты. Хотя, кстати, я не пробовал, надо посмотреть. Но с другой стороны, они жесткие будут. Вот эти вот реально крутые мягкие RC-шные колеса, они здесь супер. Кстати говоря, есть еще вот такой вариант. Мудслингеры очень круто должны грести по снегу особенно. Обязательно посмотрим. Хочу еще добавить про подвеску. Посмотрите, вот эта качающаяся подвеска, пусть она вас не смущает. Вообще в Lego разница между качающейся подвеской и обычной, где мост полностью подвешен, как у реалистичной машины, разница будет только на больших скоростях. Там, где машине нужно действительно продавливать оба колеса на большой скорости. В таких медленных машинах, как триальные, как вот эта машина, она действительно медленная, качающегося моста вполне достаточно, потому что основная цель подвески здесь будет именно огибать неровности, но при этом не терять сцепление колес с поверхностью. Кстати говоря, вот с такими колесами машина лучше по снегу ездила. Теперь у меня к вам есть просьба. Смотрите, в следующем видео я хочу снять только тест-драйв этой машины, но на разных препятствиях, может быть там от 2 до 4 разных препятствий. Во-вторых, с разными колесами, в том числе RC-шными, этими и леговскими. Ну и в-третьих, с разными видами режимов трансмиссии, то есть блокировками, без блокировок, с наличием артикуляции, без артикуляции и так далее. И посмотреть, как это все будет смотреться в сравнении. Я думаю, может получиться интересный залипательный контент.